Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. В прошлый раз мы вместе с вами связали вот такое тело будущего мышонка. А сегодня продолжим вязание. Займемся головой. Итак, 28 ряд. 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 12 раз. Двадцать 29 ряд. 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 12 раз. Тридцатый ряд. 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 12 раз. Шестьдесят столбиков без накида, без изменений. Связали 31 ряд. Теперь необходимо приостановиться. Вот голова вот так у нас получается. Берем картон. Накладываем на картон и вырезаем кружочек ровно по нашим размерам, которые получились именно после вязания 31 ряда. Вот у меня уже вырезан картон. Посмотрите, должно быть вот так. Если мы начнем вырезать картон после провязывания 30 ряда, кружок получится меньше и голова будет круглее. Если мы начнем вырезать картон после провязывания следующих рядов, то кружок картонный получится в диаметре гораздо больше, и в дальнейшем голова натянется на этот картон, и сверху она будет более треугольная, а не такая закругленная, как должна быть. Картон мы вырезали, и пока откладываем его в стороночку. Вставлять будем в голову после провязывания нескольких рядов. А сейчас продолжим вязать. Вяжем 32 ряд. 60 столбиков без накида. Тридцать 33 ряд. 60 столбиков без накида за заднюю стенку петли. Каждая петля имеет 2 стенки. Переднюю, которая ближе к нам, и заднюю, которая подальше от нас. В этом случае в 33 ряду мы вяжем все столбики без накида только за заднюю стенку петель предыдущего ряда. Вот так выглядит ряд.
после того, как мы его провязали за задние стенки петель. А здесь формируется такой рубчик. Теперь вяжем 34 ряд, 60 столбиков без накида. Тридцать пятый ряд, 8 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Теперь вяжем 2 ряда по 54 столбика без накида в каждом. Тридцать восьмой ряд, 7 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Теперь пришло время вставлять картонную деталь в основание головы. Вот так это выглядит. Продолжаем вязание. Вяжем 2 ряда по 48 столбиков без накида в каждом. Сорок первый ряд, 6 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Теперь вяжем 2 ряда по 42 столбика без накида в каждом. Сорок четвертый ряд, 5 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Теперь вяжем 2 ряда по 36 столбиков без накида в каждом. Сорок седьмой ряд, 1 столбик без накида, 1 убавка, повторить 12 раз. Сорок восьмой ряд, 12 убавок.
Пришло время набить голову наполнителем. Набиваем плотно. Набили голову наполнителем. Вот такая она должна получиться. Теперь вяжем последний, 49 ряд, 6 убавок. Связали, обрезаем ниточку, оставляя небольшой хвостик, вытягиваем нить, и вот это отверстие, которое осталось, стянем с помощью иглы. Вставляем ниточку в иглу и начинаем стягивать. Для этого подхватываем петельки последнего ряда и затягиваем их. Все, отверстие исчезло. Можно ниточку выводить чуть-чуть подальше. Делаем узелочек. И прячем нить внутри игрушки. Слегка натягиваем, чтобы узелок исчез, ушло внутрь. Обрезаем ниточку. Теперь можно вынуть нить контрастного цвета. Делаем это с помощью крючка. Ну и давайте разберемся с хвостиками, которые у нас остались. Посмотрим, что между ножками. Есть ли у нас какое-нибудь отверстие? Нет, значит, эту ниточку можно прятать просто внутри игрушки. Теперь посмотрим, что у нас под ручками. Вот здесь у меня есть отверстие. И здесь есть небольшое отверстие. Будем зашивать. Отодвинем ручку и аккуратненько, хватаясь за петельки, зашьем отверстие. Выведем ниточку под ручку, сделаем узелочек и спрячем внутри игрушки. Тоже натянем, чтобы узелок ушел внутрь, и спрячем нить. Обрезаем. То же самое делаем с другим хвостиком. Вот мы связали ножки, тело, ручки и голову одной деталью. Вот так у нас получилось. Немного подровняем голову, чтобы она была более округлая сверху. Вот где у нас
есть переход в ряду, который мы вязали за заднюю стенку петли. Это у нас будет зад мышонка, а вот это перед. Теперь займемся ушками. Ушко будет выглядеть вот так. Я одно уже связала. Оно очень простое, поэтому вяжется легко и быстро. Свяжем второе ушко вместе. Берем пряжу розового цвета. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Делаем воздушную петлю и провязываем в кольцо, не снимая с пальца, 6 столбиков без накида. Затягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И прокладываем нить контрастного цвета. Вяжем второй ряд 6 прибавок. При этом хвостик от кольца амигуруми ввязываем в этот ряд. Третий ряд 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Четвертый ряд 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Пятый ряд 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. И последний шестой ряд 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. В конце делаем соединительный столбик в первую петлю последнего ряда. Все, теперь можно обрезать ниточку, оставляя хвостик для пришивания ушка к голове, и вытягиваем нить. Вот такое ушко получилось. Можно вынуть нить контрастного цвета. Благодаря тому, что мы ввязывали хвостик от кольца амигуруми в первый ряд, нам не надо прятать ниточку, которая должна была быть сзади. Вот у нас есть теперь 2 ушка. Таким образом мы с вами связали тело мышонка вместе с головой, ручками и ногами, как одну деталь. И еще у нас уже есть 2 ушка для него. На этом сегодня все. Ну а в следующий раз я вам покажу,
как вяжется хвостик, носик, как оформить глазки и сделать окончательную сборку игрушки. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вяжите с удовольствием! До новых встреч!